Массовое ДТП в Челябинске. Пожар «Суперджет» в Турции. «Русал» сократит производство алюминия. В студии Кирилл Седов. Для вас все самое важное к этому часу. В Челябинске автомобиль въехал в толпу пешеходов. 5 человек пострадали, среди них 11-месячный ребенок. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер. Близкий к силовикам телеграм-канал «Шот» утверждает, что автомобилем управлял 47-летний Алексей Корягин, владелец местной кондитерской. Мужчина был пьян. Машина снесла металлическое ограждение и вылетела на островок безопасности, где и находились люди. Затем водитель попытался скрыться. По данным местного издания 74.ру, его задержали другие автомобилисты и передали полиции. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пожара на борту «Сухой Суперджет» в Турции. Предварительной версией аварии стал удар самолета о полосу, пишет РБК со ссылкой на объединенную авиастроительную компанию. Авиакомпания «Азимут» обещает выплатить пассажирам по 100 тысяч рублей. Напомню, что «Сухой Суперджет» в аэропорту Анталии загорелся при посадке накануне вечером. А сегодня два директора авиастроительных компаний Яковлев и Туполев ушли в отставку. О прямой связи их увольнения с аварией не сообщается. Об уходе гендиректора Андрея Богинского из Яковлева сообщили в пресс-службе объединенной авиастроительной компании. Яковлев разрабатывает самолеты «Сухой Суперджет». И ранее компания сдвинула дату первой поставки импортозамещенных моделей. На это обратило внимание издание «Важные истории». В компании Туполев свой пост оставил директор Константин Тимофеев. Об этом также сообщила объединенная авиастроительная корпорация. Издание «Коммерсант» со ссылкой на источники утверждает, что работой Богинского мог быть недоволен премьер-министр Михаил Мишустин. Другой источник считает, что Богинский может уйти работать в правительство. 4 резервуара с топливом повредили украинские дроны в Калуге. Об этом сообщает издание «Астра» со ссылкой на свои источники. Утреннюю атаку подтвердило Главное управление разведки Украины и местные власти. Последнее утверждает, что пожар вызвали обломки беспилотников. Никто не пострадал, пожар потушили. Появились подробности предполагаемого удара дальнобойными ракетами «Атакамс» по Курской области. Взрывы геолоцировали около военного аэродрома Халино. Такой вывод сделал украинский телеграм-канал «Днепроосинт». Издание «Астра» утверждает, что на самом аэродроме ранено 2 военнослужащих. Местные власти отчитались о 7 сбитых ракетах без уточнения их типа. То, что удар нанесли именно «Атакамс», утверждает телеграм-канал «Военный осведомитель» и близкий к ВКС РФ телеграм-канал «Файтер Бомбер». До 23 возросло число пострадавших после обстрела Харькова. Об этом сообщают местные власти. По их данным, по городу нанесли ракетный удар, поврежден 41 дом. А в Одессе после удара по центральным районам города пострадали 11 человек. Один из них в тяжелом состоянии. Данные приводит местная военная администрация. МЧС сообщает о заблокированных в своих квартирах людях. Горбушкин двор и ряд других активов бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина национализировали по решению суда. Всего под национализацию попали 27 объектов недвижимости. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела. РБК отмечает, что Алексей Хотин и его отец Юрий долгое время были одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. В 2012 году Хотин стал основным владельцем банка «Югра». В 2017 у банка отозвали лицензию. Против Хотина возбуждено несколько уголовных дел. Весной по одному из них его приговорили к 9 годам колонии. В ноябре Хотин заявил о решении отправиться на войну. «Русал» сократит производство алюминия. Об этом сегодня объявила сама компания. В сообщении говорится, что решение принято на фоне рекордно высоких цен на глинозем, а также, цитата, «из-за рисков сохранения негативной макроэкономической конъюнктуры». Санкции США против компании были введены только этой весной. Как напоминает издание The Bell, тогда «Русал» предполагал, что лишится трети экспортных продаж и будет вынужден сокращать производство. Курсантка ФСИН совершила самоубийство в Рязани. Она обвинила в своей смерти учителей. СМИ пишут, что ранее ее изнасиловали, но дело замяли. Тело 20-летней Арины К. нашли в съемной квартире 17 ноября. Об этом пишет издание «Рязань-Инфо». По данным местного портала Я-62, перед смертью девушка написала голосовое сообщение, где обвинила в своей смерти преподавателей. То же издание со ссылкой на 3 источника утверждает, что девушку изнасиловал одногруппник. В учебном заведении ее уговорили
не писать заявление. Арина училась на 3-м курсе. Я-62 отмечает, что это 3-й случай самоубийства в Академии ФСИН за 2 года. В ведомстве от комментариев отказались. Суд не стал арестовывать помощника митрополита, который пытался изнасиловать студентку. Мужчина признал вину. Даниила Сидорова обвиняют в том, что он напал на девушку у подъезда ее дома. По словам потерпевшей, он мастурбировал у двери, не дал ей пройти в подъезд и попытался изнасиловать. Дело помощника митрополита Даниила Сидорова рассматривают в Екатеринбурге. Следствие просило взять его под стражу, но суд ходатайство не удовлетворил. Екатеринбургская епархия заявила, что уволила Сидорова и запретила его в служении. По данным СМИ, Сидоров женат, у него есть ребенок. В Ельцин-центре отменили выступление правнучки Никиты Хрущева из-за доноса Z-активистов. Официальное мероприятие с Ниной Хрущевой решили не проводить по техническим причинам. Нина должна была презентовать книгу, работу политолога и профессора университета Нью Скул в Нью-Йорке «Никита Хрущев. Вождь вне системы». Ранее, по данным СМИ, активисты из движения «Зов народа» требовали проверить Хрущеву на, цитата, «покушение на территориальную целостность РФ» и признать ее иноагентом. Никите Журавелю добавили новый срок. Суд приговорил его к 13,5 годам колонии по делу о госизмене. Ранее он получил 3,5 года по статьям об оскорблении чувств верующих и хулиганстве за сожжение Корана. В прошлом году в СИЗО Грозного Никиту избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова. Стихийное бедствие в Великобритании и Ирландии. Регион накрыл шторм Берт. Он принес наводнения, снегопады и проливные дожди. За 2 суток выпала месячная норма осадков. При этом скорость ветра достигает 37 метров. Яхта с туристами затонула в Красном море. О крушении у египетского города Марса-эль-Алам сообщает газета Аль-Масри Аль-Юм. По ее данным, на борту находился 31 турист, в том числе граждане Германии, Испании, Китая, США и других стран. Экипаж состоял из 14 человек. Местные власти сообщили, что несколько человек нашли живыми. Россиян на судне не было, сообщил РИА Новости генконсул России в Хургаде. И это все новости, о которых мы вам хотели рассказать. Поставьте лайк этому выпуску, подписывайтесь на наш канал. Если вы чаще бываете в Телеграме, то наши выпуски можно найти и там. Ссылка в описании. Обязательно увидимся. Пока.